Зимой приехали мы в Гороховец, маленький провинциальный город Владимирской области. Город-сказка, город замечательный. Находится на реке Клязьма. Вон она за мной. Половина замерзла, половины нет. Живет здесь всего 10 тысяч человек. Но это город, как будто он появился из русской сказки. Город, где очень много церквей, монастырей, и дома здесь остались такими же, какими они были в XVIII и XIX веке. Увидите. Ого, здорово погуляла по Гороховцу. Но замерзла. Все-таки зима. Хорошо в Гороховце зимой, но вы посмотрите, как же здесь прекрасно летом. И речка Клязьма течет, и колокола звенят, и отдых прекрасный. А вот и речка Клязьма, где, конечно, жители и все, кто сюда приезжают, бегут сразу купаться. Сегодня ужасно жарко. Конечно, летом здесь намного приятнее, чем зимой. Ой, поднялись наконец к монастырю, в гору. Высоко он стоит. Красивая панорама здесь. А вот здесь рядом Лысая гора. Лысая, потому что, видите, здесь ничего не растет. Деревья только внизу. А вот как выглядит Лысая гора летом. Посмотрите, какие дали, какие перспективы, какая красивая панорама. На улицах Гороховца много старых деревянных домов. Вот эта рамка вокруг окна называется наличник. Наличники могли быть простые, с геометрическими элементами. Но были мастера с фантазией. Они делали очень красивые наличники со сказочными цветами, листьями и даже иногда вот с такими сказочными девушками-русалками. Рыбий хвост, видите? Этих девушек называли берегини, потому что они берегли, охраняли дом и семью, которая там жила. Вот этот дом, который построил в начале 20 века богатый купец из Гороховца, недавно отреставрировали. Купец хотел свой город удивить. И удивил. Он нашел профессионального архитектора, и этот архитектор построил ему необыкновенно красивый дом. Здесь традиционный русский стиль и элементы европейского стиля модерн конца XIX века. Эти два стиля соединились вместе очень естественно и натурально. Ну, а вот в этой старой избе и сегодня живут. Правда, мы хозяев не встретили, они куда-то ушли. Вот замок повесили на ворота. Замок тоже старый. В XVII веке в Гороховце часто можно было увидеть дома за такими деревянными воротами. Посмотрите, какое здесь дерево. Здесь, видно, богатый жил купец. У него дом не деревянный, а каменный. Называем этот дом каменной палатой. Это дом XVII века. Дом в 3 этажа и с каким высоким крыльцом. Сегодня здесь, конечно, никто не живет. Здесь музей. На центральной площади Гороховца мы простимся. Что хотела сказать напоследок. Гороховец маленький город, но, конечно, современный. Здесь все есть, и школы, и аптеки, и музеи очень хорошие. Но прелесть его не в этом. У города Гороховец совершенно особые отношения со временем. Вот везде время течет очень быстро сегодня, события очень быстро меняются, а здесь ощущение, что время
хоть и идет, но очень-очень медленно. Это очень расслабляет. Поэтому приезжайте в Гороховец и зимой, и летом. Это чудесный город. Здесь можно почувствовать, что такое настоящая провинциальная Россия.